Челлендж мод серии Portal – специальный режим игры, в котором вам предстоит пройти определенную карту за наименьшее количество порталов, времени или шагов, если говорить про первый Portal. Ответьте мне честно, вы когда-нибудь хотели каким-либо образом обмануть челлендж мод по различным причинам, по приколу, похвастаться перед друзьями, чтоб красовался красивый или нереальный рекорд и тому подобное? В сегодняшнем видео вы узнаете, как обмануть челлендж мод в первом портале, возможно ли это сделать во втором портале, и что вас будет ждать, если ваш рекорд будет равен миллисекундам. Предлагаю приступать. Давайте сначала разберем особенности челлендж мода в первом портале. Что там можно делать, а что нет. Понятное дело, вы не можете использовать читы. В таком случае ваш результат просто не засчитается. Но и тут не все гладко. Существуют читерские команды, которые для игры не являются чит-командами, и они разрешены к использованию без SVCheats 1. Вот и первый способ. Консоль. Мы можем либо телепортироваться, удалять и спавнить объекты, послать output с команды любым entity и так далее. Но это не единственный способ. Проблема первого портала в том, что SVCheats 1 все-таки можно включить. Вся особенность скрывается в сохранениях. В принципе, сами сохранения в Source Engine довольно забаганные. Что же нам нужно сделать? Все просто. Включаем читы, делаем все, что захотим, главное не заходить в лифт. После чего выключаем читы, сохраняемся и перезаходим в игру. И все. Игра обнулит переменную, отвечающую за проверку на то, включали ли мы читы. Этот способ вполне универсальный, но согласитесь, все еще медленно. 15 секунд это много. Хочу секунду для мирового рекорда. Есть еще один способ. Он сложнее, но более функциональный. Перекомпиляция карт. То есть мы декомпилируем карту, вносим изменения и заново компилируем. Мировой рекорд у нас в кармане. Но этот способ не универсальный и слишком долгий. Поэтому давайте я вам покажу лучший способ, как моментально поставить рекорд. Как я вам уже говорил, мы можем посылать output с команды любым entity. Этим мы и воспользуемся. Используем данную команду. Что она делает? Entity, отвечающая за результат в испытаниях, называется PropPortalStatsDisplay. С помощью этой команды мы включаем эту entity и обновляем результат. С первым порталом мы разобрались. Обмануть режим испытания там вполне реально и просто. Но это не так интересно. Рекорд наш никто не увидит. А ачивку за прохождение всех испытаний можно получить и через консольную команду. То ли дело второй портал. Тут и результаты в Steam отображаются, да и на различные спидранерские сайты попадешь. Но тут Valve уже заморочились с режимом испытаний. Давайте посмотрим, сможем ли мы провернуть те же махинации со вторым порталом, каким мы делали в первом портале. Консоль сразу отпадает. Почти все команды, которые могли бы нам помочь, не будут работать в челлендж моде. Карту редактировать тоже не вариант, в основном это не работает. А если даже заставить работать, то слишком геморно. И вот, остается последний вариант – сохранение. Тут не все так просто. В режиме испытания сохранения отключаются, но мы можем включить их с помощью консольной команды и SVCheats 1. Однако, если мы попытаемся загрузить сохранение, то мы сразу умрем. Хорошо, что у нас включен SVCheats 1. Проводим серию махинаций, спавним кнопку и даем ей outputs на сохранение наших результатов. Выключаем читы, сохраняемся и перезаходим в игру. И действительно, мы смогли загрузить сейв и даже можем завершить уровень. Но, увы, в таком случае наш результат не засчитается. Ах, Valve, хитрый пистон, все варианты предусмотрели. Так ведь? Так ведь, Клапан? V-скрипты. Вот от чего они не обезопасили себя. Что же такое V-скрипт? Простыми словами, это определенный сценарий, который может влиять на события игровых карт. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Существует такой скрипт, как mapspam.newt. Игра при заходе на любую карту автоматически вызывает его. Вот он, наш вариант. Теперь мы можем делать все, что захотим. Телепортация, редактирование, спам, удаление entity, да все, что захотите. Заранее должен сказать, сейчас этот метод исправлен.
Конечно, это не единственный способ, но из-за уважения к спидран-сообществу и работе Valve я не буду раскрывать его. Что же нам нужно сделать? В первую очередь, ознакомиться с самими V-скриптами и его языком программирования Squirrel. А теперь делаем, что захотим. Удалить двери? Пожалуйста. Телепортировать игрока в любую точку карты? Держи. Но мы все же сюда пришли ради рекордов. Так что давайте просто сразу закончим испытание. И что мы видим? Результат сохранился. Он есть и в Steam, и также на сайте board.portal2.sr. Интересно, что же будет с нашим аккаунтом после таких махинаций? Да на самом деле ничего, абсолютно. Ну вас забанят на сайте board.portal2.sr и все, Valve в принципе наплевать на то, что вы только что сделали. Каждый раз все сложнее и сложнее искать уникальную, интересную и техническую информацию, связанную с видеоигровой вселенной Портала. Надеюсь, вы оцените мои труды комментарием и подпиской. Ну а с вами, как всегда, был ваш Лаваш. Увидимся.